Всем привет! Сегодня хочу вам показать мастер-класс по новогодней елочке. Такое маленькое милое панно, которое можно сделать в подарок либо себе для украшения интерьера. Нам потребуется палочка основа, она у меня 17 сантиметров, а также я буду использовать плетеный шнур 3 миллиметра, 12 отрезков по 1,70 м. Вот такой вот у меня будет длина. Можно по 1,50 м, конечно, взять, но я с запасом. Возможно, вы захотите оставить длинную как бы бахрому внизу, хотя плетеный шнур не распадается на бахрому, но просто его даже отрезки, которые висят внизу, ну, я бы хотела, чтобы они были подлиннее. Для начала надеваем на палочку основу все наши отрезки и далее приступим к плетению. И на самом деле это будет самое простое плетение. То есть я могу сказать, что с этим панно справится даже самый новичок. Тут потребуется только знание базового квадратного узла. Когда наши отрезки, их 12, все надеты, мы сейчас приступим к плетению первого ряда. Берем 4 наших нити и создаем дугу сначала слева, потом справа и проводим нити за двумя нитями, которые у нас в середине остаются. Но на самом деле просто, если вы не знакомы, повторяйте все то, что я делаю. Мне кажется, на видео все очень четко и ясно видно. Так как я приобрела новую кольцевую лампу, то, мне кажется, свет сейчас наиболее удачно вообще падает, и можно увидеть, как все плетется. Хотя, я думаю, и раньше у меня тоже все было максимально понятно. Но если вы вообще впервые зашли на видео по макраме, то, естественно, я рекомендую онлайн-курс, ссылка на который у меня под видео будет. Но там уже нужно будет постараться, так как изучение узлов — это дело не такое уж легкое, возможно, потому что нужно ваше время. Вот мы с вами проделали первый ряд. У нас должно получиться 6 узелков. Сейчас мы приступим ко второму ряду. Это будет соединение всех наших узелков из первого ряда. И во втором ряду уже у нас останется 5 узлов. В третьем ряду опять 6. И так пойдем. У меня в итоге всего получилось 14 рядов. Но тут тоже, конечно, ваше усмотрение. Главное, вот, наверное, просмотреть видео и потом подумать. Возможно, вы что-то другое придумаете или захотите как-то иначе сделать эту елочку. Вот. Но мне кажется, что оптимально это вот 14 рядов вниз. Вот я проплела 14 рядов. Далее мне потребуется хлопковый шпагат зеленого цвета, 5 отрезков, около 20 сантиметров, от 15 до 20. И сейчас я нахожу в третьем ряду, в четвертом даже получается, да, самый центральный как бы узелок. И смотрите, что делаю. Провожу все 5 отрезков в дырочку над ним и под ним вывожу, чтобы сделать сейчас такую кисть, да, как бы. Вот, еще мне потребуется нитка. Это может быть любая нитка. Я взяла мулине красного цвета, возможно, у вас будет другого, либо в цвет, либо золотистая какая-то. И я сейчас обычным таким вот наматыванием и обычным узелком сделаю как бы кисточку. Ничего тут слишком нет сложного, потому что это не какой-нибудь там узел, это самый простой вот узелок. Я сделала намотку, сейчас отрежу лишние нити, ну, чтобы узелок был сзади, не было видно этой красной нити. И потом еще распушу эту кисточку и буду создавать еще
2 кисти внизу и потом еще 3 кисти еще внизу. На каждую кисть я использую по 5 отрезков, около 20 сантиметров. Но вот я бы вам сказала, что у меня будет третий ряд из 3 таких кистей. Я рекомендую взять не 5, а возможно 8 отрезков, чтобы кисть была пышнее. Но я думаю, что вы поймете. Также выбирать вот эти дырочки вы можете по своему усмотрению. У меня получилась такая маленькая елочка, ну как бы немного даже худенькая, вот. Но мне кажется, что эти дырочки как раз лучше всего подходят, потому что если брать, ну, другие, перескакивать, то как-то будет несуразно выглядеть. Вот я создаю уже второй ряд, точно так же 5 отрезков по 20 сантиметров и такой же ниточкой красной. Потом, кстати, когда я распушила верхнюю и распушала потом второй ряд, у меня не было видно красную нить, ну, на всех последующих, то, что ниже было. Вот у меня готово 3 кисти. И смотрите, я сейчас буду их подрезать, но на самом деле еще вы можете не подрезать их сразу, вы можете сделать еще как бы 3 внизу, ну, которые будут последним как бы рядом, и потом уже посмотреть, подрезать. Вот я решила сначала на одном уровне их все подрезать, потом поняла, что верхняя кисть некрасива, мне не нравится, когда она такого же как бы размера. Я поэтому ее чуть еще укороче сделала. Ну и в третий ряд, я надеюсь, что вам будет понятно, как он делается. Тоже вот я немножко убыстрю видео. Но если что-то не так, всегда видео можно замедлить. Кстати, если вы не знали, то на YouTube вот там есть, где субтитры, рядом настройки должна быть кнопка, и вы можете либо убыстрить видео, либо наоборот замедлить, что очень удобно при мастер-классах, да, либо не знаю, что еще. Ну, то есть замедлить вы можете видео. То есть не обязательно то, что я ускорила видео, вы можете его замедлить. Наоборот, я надеюсь, что я понятно донесла. Это все вот на видео есть такая кнопка. Там скорость, и вы выбираете медленную либо быструю. Так, ну что, вот у меня получилось. Видите, я нижний вам рекомендую взять отрезки побольше, их 8 штучек.
И сейчас я еще сделаю пенечек для елочки, ну, точнее ствол елочки из этого же шнура светлого. Не буду брать темный, хотя можно взять коричневый и также плести коричневым. Просто делаю цепочку из квадратных узелков, буквально 4 узелка, и получается ствол у нас такой вот готов. Вот так вот выглядит моя елочка. Остается только подрезать внизу отрезки. Вот. Нижний возьмите попышнее все-таки, ладно? И сделайте еще подвеску, ну, цепочку, я имею в виду, чтобы повесить можно было. Это я нашла бусины и решила, что их можно приклеить и украсить елочку вот таким вот образом. Все, елка готова. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И скоро нас ждет очень много идей новогодних, елочек особенно. Так что буду ждать ваши комментарии, лайки и просто ваши просмотры. Всего вам хорошего. Давайте до встречи в новых видео. Пока-пока.